Есть такой запах, который не выветривается. 30 лет он жил в наших занавесках, 40 лет в подушке, 43 года в моих руках, даже когда я мыла их с содой до боли. Запах перегара. Виктор Степанович, мой муж, ушел 3 года назад. Инфаркт. Он лежал в комнате на диване, я вошла в 7 утра с чашкой, чтобы дать ему таблетку, и увидела. Рука свесилась до пола, пальцы желтые от папирос, рот приоткрыт. Тихо. Впервые за 43 года тихо. Ни храпа, ни бормотания, ни того шелеста бутылки об край стакана, который я научилась слышать даже во сне. Я поставила чашку на подоконник. Не рядом с ним, а на подоконник. Помню, как подумала. Но вот и все, Витя. Не заплакала, не закричала. Просто села на табуретку у окна и смотрела, как за стеклом дворничиха тетя Люба сгребает первый снег. Октябрь. Обычный тверской октябрь, мокрый, серый, с воронами на голых тополях. Меня зовут Валентина Николаевна Сорокина. Мне 68 лет. Я живу одна в двухкомнатной квартире на улице Свободы, дом 11, 4-й этаж, без лифта. Смешно, да? Улица Свободы. Я прожила на этой улице 45 лет, и только в 65 поняла, что означает ее название. У меня 2 детей. Сын Костя, ему 46, живет в Санкт-Петербурге. Работает программистом, у него жена Наташа и сын Артём, 8 лет. Костя звонит по субботам ровно в 7 вечера, как по будильнику. Разговариваем 8 минут, иногда 9. «Мам, как ты?» «Хорошо, Костенька». «Здоровье?» «Ноги ноют, но терпимо». «Деньги нужны?» «Не надо, сынок, у меня пенсия». «Ну, целую». «Целую, сыночек». Все, до следующей субботы. Дочь Оксана, ей 42. Она живет здесь же, в Твери, на другом конце города, на Пролетарском бульваре. От меня 40 минут на автобусе. У нее муж Сергей и сын Ваня, ему 11. Оксана не звонит, уже почти 3 года. Точнее так, она позвонила 1 раз через 2 месяца после похорон отца. Голос сухой, как будто читает список продуктов. «Мама, я не смогу приезжать какое-то время. Мне нужно кое-что понять про себя. Извини, я напишу, если что». И положила трубку. Я тогда стояла в кухне с телефоном в руке. За окном шел дождь. На плите закипал чайник. Кот Мурзик, беспородный, серый, с рваным ухом, я подобрала его через неделю после виденных похорон, сидел на подоконнике и смотрел на голубей. Все это я помню. А что ответила дочери, не помню. Кажется, хорошо, Оксаночка. Я всегда все говорю «хорошо», такая уж я. Хорошо, Витя, хорошо, Оксана, хорошо, начальница, хорошо, хорошо, хорошо. Как заведенная. Так вот, прошло почти 3 года. За эти 3 года я узнала о себе больше, чем за все предыдущие 65. И самое горькое, что я узнала, не про мужа. И даже не про свою жизнь, про дочь. Но об этом позже. Сначала я хочу рассказать вам, как все было. Не для того, чтобы кого-то обвинить, и не для жалости. Просто, чтобы вы поняли, откуда берется такая тишина в квартире, что кажется, будто у нее есть свой отдельный голос. Если история задела, поставьте лайк и подпишитесь на канал «Аудио в сердце». Здесь каждый день выходят реальные женские истории. Такие, что рассказать вслух не всегда хватает сил. С Виктором мы познакомились в 78 году. Мне было 20, ему 23. Я работала лаборанткой на химволокне, он — слесарем-наладчиком в соседнем цехе. Тверь тогда еще называлась Калинин. Помню, как ходили с девчонками мимо проходной, а мужики свистели из-за забора. Я стеснялась, шла, опустив голову, а Танька Пронина, моя подруга, отвечала им так, что даже слесаря краснели. Виктор не свистел. Он подошел ко мне у автобусной остановки на Первомайском, стоял и смотрел. Высокий, худой, с челкой набок, в кепке. Синие глаза, такие светлые, что казались прозрачными. Я потом 43 года смотрела в эти глаза и все не могла привыкнуть к тому, как они меняются, от прозрачно-голубых утром до мутно-серых вечером. Но тогда я этого еще не знала.
«Как звать?» — спросил он. «Валя». «А меня Витя. Пойдешь в кино?» «Пошла». Табор уходит в небо. Мы сидели в темноте, он ел семечки, я сидела рядом и боялась дышать. После кино он проводил меня до общежития. У двери взял за руку. Ладонь у него была теплая, сухая, чуть шершавая, руки рабочего. «Валя», — сказал он, — «я тебя выберу». Странно так сказал. Не влюблю, не женюсь, а выберу. Как в магазине «Яблоко». Мне тогда это показалось романтичным. Через полгода он пришел к моей маме. Я родом из-под Ржева, из деревни Молодой Тут. Мать одна, отец умер, когда мне было 9, от рака легких. Мать посмотрела на Витю, налила ему щей, налила стопку, с приездом, зятёк, и он выпил. Быстро, привычно, не поморщившись. И я тогда обратила внимание, что он даже не крякнул, как обычно крякают мужики. Просто опрокинул, крякнул, выдохнул. Мама сказала мне после: «Валечка, красивый и работящий, только, доченька, ты за ним смотри. Мужик с такой ловкой рюмкой — это или счастье, или беда. Смотри, чтоб не беда». Я тогда только засмеялась. «Мам, ну ты выдумщица». Свадьбу играли в апреле 79-го в столовой на химволокне. 53 человека. Салат оливье, холодец, мамины пироги с капустой, водка пшеничная, лимонад буратино для трезвых. Из трезвых была только Танька, она была беременная и ее мутило. Все остальные, включая меня, выпили. Витя выпил столько, что его тесть, мамин брат дядя Володя, увел его в подсобку и уложил на пальто. Я плакала в туалете. Не потому что расстроилась, испугалась. Первый раз в жизни увидела, каким становится человек, когда пьет много и подряд. Лицо чужое, глаза стеклянные, слова не те. Мне стало страшно, но Танька погладила меня по спине и сказала: «Валь, все мужики так свадьбу играют. Не парься, потом привыкнешь». Она была права, и я привыкла. 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65. К этому можно привыкнуть. Первые 5 лет было почти нормально. Витя пил только по пятницам, после смены. Приходил домой поздно, но своими ногами. Раздевался в прихожей, аккуратно вешал куртку, шел на кухню, ел то, что я оставила на плите. Иногда бормотал: «Валюха, ты моя королева». Иногда молчал, потом ложился и засыпал. «Ничего страшного, все так живут», — думала я. В 80-м родился Костя. Я ушла в декрет, потом на полставки. Витя вроде даже стал меньше пить в первый год. Носился с сыном, показывал соседям, гордился. «Наследник», — говорил, — «Костя Викторович, будущий инженер». Я смотрела на них и думала: «Все, у нас будет счастливая семья». Через 4 года — Оксана. С Оксаной все пошло по-другому. Она родилась в марте 84-го. Крохотная, 4,5 кило, кричала так, что медсестры смеялись. Витя приехал в роддом с букетом гвоздик и запахом. От него пахло. Не сильно, но пахло. Я все поняла, но ничего не сказала. Потому что букет, потому что дочка. Потому что не хотелось портить. Мы всегда так, не хотим портить. Он не удержал ее на руках, когда мы вышли из роддома. Точнее, удержал, но пошатнулся на ступеньках. Оксана не выпала. Я схватила ее на лету и прижала к себе так крепко, что у нее покраснели щеки. Витя стоял внизу, извинялся, оправдывался, что замерз, пока ждал, а я стояла со свертком на руках и вдруг очень четко подумала: «Валя, вот с этого момента ты сама. Не мы сами, а ты сама». Это была очень важная мысль. Я тогда ее не поняла. Я поняла ее только через 30 лет. Но она уже жила во мне, где-то в затылке, тихая, как таракан за плинтусом. Пить Витя стал по-настоящему в конце 80-х. Началась перестройка, началась чехарда на заводе, зарплаты стали задерживать, потом их вообще перестали платить нормальными деньгами, выдавали талонами, тканью, банками с тушенкой. Мужики на химволокне пили запоями, некоторые — до белой горячки. Одного, Володю Кочеткова, увезли в психушку, он там и умер. Другой, Славик Титов, повесился в гараже.
Витя держался, но каждый вечер приходил уже с запахом. Уже не после смены, а с работы. Просто с работы, как норма. Я тогда работала санитаркой в 3-й городской больнице. Устроилась туда после того, как химволокно встал. Работа была тяжелая: убирать за лежачими, менять судно, мыть полы, стирать простыни, разносить обеды. Смены по 12 часов, зарплата, 7 тысяч в старых деньгах, потом деноминация, потом 700 рублей, потом 1200. Хватало на еду и на одежду детям в секонд-хенде. На большее не хватало никогда. Витя приносил домой все меньше. Часть уходила на работу, то есть на бутылку с мужиками в раздевалке, часть на кассу в ларьке у остановки, часть, редко, мне на молоко. Я перестала спрашивать, куда деньги, потому что спрашивать было бесполезно и опасно. Не то чтобы он бил, он не бил, но он мог хлопнуть дверью, уйти на 2 суток, вернуться грязным, в чужой куртке, без денег и с расквашенным носом. И я потом 2 недели отходила от нервов. Дети росли. Костя, тихий, все время с книжкой, в маму, как говорила свекровь Клавдия Ивановна. Оксана, резкая, глазастая, губы упрямо сжаты, в отца. В 10 лет она уже умела ставить пьяного отца на диван, брала его за куртку и толкала. В 12 прятала от него мою пенсию. В 14 сказала мне первый раз: «Мама, почему ты не разведешься?» Я стояла тогда у плиты. Жарила котлеты из мороженого минтая, денег на настоящую котлету не было. Отвернулась к окну и сказала: «Оксаночка, а куда я разведусь? Куда с 2 детьми? Кто нас возьмет?» Она посмотрела на меня. Ей было 14. У нее уже был этот взгляд, прямой, тяжелый, взрослее, чем у меня. И она сказала: «Ты нас куда угодно возьмешь. Ты нас родила. А отец нас не рожал, он только пьет». Я перевернула котлеты, не ответила. Это был первый раз, когда моя дочь дала мне шанс, и я его пропустила. Знаете, я вам скажу одну вещь. Слово «куда» — это самое страшное слово в жизни женщины. Оно останавливает миллионы жизней. Куда я денусь? Куда я пойду? Куда я поеду? Куда с детьми? Куда без денег? Куда в моем возрасте? Куда? 90-е я вспоминаю как один длинный темный коридор. Утро начиналось в 5:30. Я вставала, не будя Витю. Если разбудить пьяного, будет крик. Шла на кухню босиком, чтобы не шуметь. Ставила чайник. Заваривала индийский со слоном. 3 ложки на литр. Крепкий, потому что дешевый чай надо было заваривать крепко, иначе пахло вениками. Резала хлеб. Мазала маргарином. На масло денег не хватало. Клала сверху кусочек докторской, если она была, или просто солила. Заворачивала в газету, потом в целлофан. Это был обед Кости в школу. Оксане делала то же самое, но она обычно отказывалась. «Мам, я в столовой поем». Я знала, что в столовой она ничего не ест, там дорого. А деньги, которые я ей давала, она копила. Куда, зачем, я не знала. Узнала потом. В 6 выходила. Сначала пешком до остановки, 7 минут. Потом на 8-м трамвае до Тверского проспекта. Потом пешком до больницы, 10 минут. К 7 я уже была в отделении. 5 минут на переодевание и работа. 15 палат, 80 коек, 12 часов на ногах. В 8 вечера я возвращалась домой. Вошла, в квартире всегда одинаково. Куртка Витина на полу, обувь его где попало. Свет включен во всех комнатах, телевизор орёт. Пахнет табаком, потом и столичной. Витя лежит на диване, храпит. Дети либо у себя в комнате с закрытой дверью, либо у Клавдии Ивановны, свекрови. Она жила в соседнем подъезде и часто забирала внуков к себе, чтобы не мозолили отцу глаза. Клавдия Ивановна пила тоже, по-своему, пиво с корвалолом, от нервов. Она любила Витю больше, чем меня. Всё детство и всю нашу семейную жизнь я слышала от неё одно: «Валечка, ты его пилишь, он от этого и пьёт. Мужика хвалить надо». Я хвалила. Господи, как я его хвалила. «Витюша, какой ты умелец, руки золотые. Витюша, у тебя такая красивая осанка. Витюша, я без тебя как без рук». Он слушал, кивал, иногда обнимал. Иногда говорил: «Валюха, ты у меня одна такая».
А потом уходил в пятницу и возвращался в воскресенье, весь в грязи, и я не спала эти 2 суток, только сидела у окна и смотрела на подъезд. В 95-м Костя пошел в 6 класс, Оксана — во 2-й. В сентябре ко мне пришла классная руководительница Оксаны, Наталья Борисовна, молодая, лет 25, с косой. Она сидела у меня на кухне, пила растворимый кофе-пеле, я его на праздник берегла, и говорила, глядя в чашку: «Валентина Николаевна, я по поводу Ксюши. Она хорошая девочка, умная, но она, как бы вам сказать, она рисует одни и те же картинки, спящих людей, в каждом рисунке. Мама, папа, брат — спящие или лежащие. Ей 8 лет, а у нее в тетради все как в морге, простите. Может, у вас дома, что-то происходит?» Я молчала, пила кофе. Он был противный, горький. Наконец сказала: «У нас все нормально». Наталья Борисовна подняла глаза. У нее в глазах была та жалость, от которой хочется закрыть лицо руками и не поднимать голову. Она сказала тихо: «Валентина Николаевна, если что-то нужно, я живу на Учительской, 12, квартира 8. Я всегда дома после 4. Просто помните». Она встала и ушла. Я вылила остаток кофе в раковину. Мне было 37 лет. У меня росла 8-летняя дочь, которая рисовала спящих людей, и я не знала, что с этим делать. Я не пошла к Наталье Борисовне на Учительскую. Я стерла адрес из памяти в тот же вечер, а ночью пришла Оксана. Босиком, в ночнушке, встала в дверях кухни. Я мыла посуду, стояла спиной. Она сказала: «Мама». Я обернулась. Она стояла с прижатой к груди тряпичной куклой Дуней. Дуне было 5 лет. Я ее сшила Оксане на день рождения из старой моей блузки. «Мама, а можно я к бабе Кате поеду жить?» Баба Катя, моя тетка, мамина сестра, жила в Ржеве, в частном доме. Я вытерла руки о фартук, присела на корточки перед дочкой. «Оксаночка, что случилось?» «Я не хочу тут жить», — сказала она, и посмотрела мне в глаза так, что у меня свело живот. «Оксаночка, солнышко, что тебе не нравится?» «Всё». Одно слово. 8-летняя девочка сказала одно слово. Я тогда не поняла всей его тяжести. Я обняла ее, прижала, шепнула: «Оксаночка, потерпи, скоро все будет по-другому. Папа болеет, но он поправится». Она стояла в моих руках, как деревянная, не обнимала в ответ. Постояла минуту, потом высвободилась, повернулась и ушла в свою комнату. Дуню оставила на кухонной табуретке. Я подобрала Дуню и стояла с ней в руках. И вдруг заплакала. Первый раз за много лет. Прямо в кухне, у мойки, с чужой тряпичной куклой на руках. Стояла и рыдала беззвучно, потому что нельзя было будить ни Витю, ни детей. Слезы падали Дуне на голову, на ее нарисованные фломастером глаза, и краска потихоньку размазывалась, и Дуня начинала выглядеть заплаканной, как и я. Утром я пришла в комнату к Оксане. Она уже была одета, стояла у окна. Я положила Дуню на ее кровать. Она посмотрела на куклу и на меня. «Мама», — сказала она, — «я не буду с ней играть. Я уже большая». Ей было 8. Я тогда еще не поняла, что моя дочь только что мне что-то очень важное сказала. Я поняла это только через 25 лет. 2000-е пришли с новыми деньгами и старыми проблемами. Костя закончил школу в 98-м, пошел в наш Тверской политех на факультет вычислительной техники. Учился хорошо, тихо, почти все время сидел за компьютером, старым, серым. Я на него копила 3 года из своей санитарской зарплаты. Первый компьютер в нашей квартире. Витя, когда его принесли, посмотрел, сплюнул и сказал: «Игрушки барские, а денег на костюм пацану нет». И ушел на 2 дня. Я тогда впервые не пошла его искать. Раньше всегда искала, обзванивала друзей, ходила по дворам, стучалась в тот ларек на остановке. А тут вдруг что-то во мне сказала: «Валя, пусть». И я села с Костей на кухне, налила чаю, и мы говорили о процессоре, об оперативной памяти, о том, как это все работает. Костя рассказывал, а я слушала и ничего не понимала, но мне было хорошо. Впервые за много лет. Просто хорошо.
От того, что сидит рядом мой сын, здоровый, трезвый, серьезный, и объясняет мне что-то важное. Витя пришел через сутки, злой, невыспавшийся. Ничего не сказал, лег спать. С тех пор в квартире появилась еще одна стена между отцом и сыном. Костя молчал, ел, что я готовила, здоровался, отвечал нормально на любые вопросы, но с отцом не разговаривал. В 2003-м Костя защитил диплом, получил распределение в Петербург. «Мама», — сказала мне вечером накануне отъезда, — «ты вот что, ты как только сможешь, приезжай. У меня будет комната, я найду. Тебе тут не жить». Он не сказал «здесь», он сказал «тут». Как будто «здесь» — это про место, а «тут» — это про Витю. И я тогда ответила: «Костенька, я подумаю». Он посмотрел на меня долго, тяжело, потом кивнул. «Хорошо, мам, ты знай, комната будет». И уехал. Оксана окончила школу в 2001-м, поступала в Тверской медицинский на педиатрию, не прошла на бюджет, не хватило 1 балла. Мы с ней сидели в приемной комиссии, смотрели на списки, и она сказала: «Ладно, мам, пойду в медучилище, на фельдшера». Я тогда собрала все свои деньги, накопления за 5 лет, и предложила: «Оксаночка, я могу оплатить платное, если чуть-чуть подработаю». Она посмотрела на меня и покачала головой. «Мама, оставь, мне медучилище хватит». И пошла в училище. 3 года. Она училась там как проклятая, всегда первая, всегда с красным дипломом в конце. Я потом ей на выпускном шила блузку из белого крепа. Оксана стояла на сцене, худая, с длинной косой, серьезная, и когда ей вручали диплом, она даже не улыбнулась, только кивнула. Одна из всей группы не улыбалась. После училища она пошла работать в первую поликлинику, медсестрой в детский кабинет. Ей был 21 год. Она уходила в 7 утра и приходила в 8 вечера. Дома почти не сидела. Витя ее тогда уже боялся. Он не признавался, но я это видела. Когда Оксана входила в квартиру, он ниже опускал голову к тарелке. В 2005-м умер Витин отец, Степан Тимофеевич. Ему было 72. Пропил печень, умирал долго, страшно, в 4-й больнице, весь желтый, с распухшим животом, стонал так, что медсестры уходили из палаты. Я к нему ходила через день, носила бульон в термосе, менять пеленки, поправлять подушку. Витя не приходил ни разу, а сам, между прочим, пил по-черному все 3 месяца, пока отец умирал. На похоронах Клавдия Ивановна, свекровь, стояла в черном платке, смотрела на гроб мужа и говорила Вите тихо, но так, чтобы я слышала: «Витя, ты хоть на отце учись, умер от нее, от водки, слышишь?» Витя молчал. Потом на поминках напился так, что его отвезли домой на такси. Я расплатилась с таксистом последними деньгами. В тот вечер, после похорон, когда Витя уже спал, а Оксана вернулась с дежурства, мы сидели на кухне. Она пила чай, я тоже. Она сказала: «Мама». «Да, Оксаночка, он тоже умрет, так же, от этого». Я поставила чашку, посмотрела на дочь. Ей было 21. У нее под глазами уже были круги, как у взрослой уставшей женщины. «Оксаночка, не говори так». «Мама», — сказала она, — «я это вижу каждый день, я в поликлинике вижу. У меня в отделении 2 таких. Печень, поджелудочная, все. И оба еще думают, что они не спиваются. А папа уже такой, ему 50, у него уже руки трясутся с утра. Я это вижу». Я молчала. «Мама», — она наклонилась вперед, — «уйди от него. Ты еще молодая, тебе 47, ты еще можешь, пожалуйста». Я слушала свою дочь. Она умоляла меня. 21 год ей. Она смотрела на меня своими прямыми взрослыми глазами и просила меня: «Уйди». И знаете, что я ей ответила? Я сказала: «Оксаночка, а куда я денусь? Мне же жить где-то надо». Оксана поставила чашку, медленно, аккуратно, так что стекло стукнуло по клеенке. Потом встала, посмотрела на меня сверху и сказала: «Ясно». Одно слово. Потом развернулась и ушла в свою комнату. Закрыла дверь. Не хлопнула, просто закрыла. Тихо.
И вот эта ее тихость меня напугала больше, чем если бы она хлопнула. Через полгода Оксана съехала, сняла комнату в общаге при больнице. С 21 года моя дочь жила отдельно. В 2014-м Оксана вышла замуж за Сергея, водителя маршрутки. Мужика простого, но не пьющего. Свадьбу сыграли скромно, в кафе «Русь» на Октябрьском проспекте, человек 15. Витя пришел, обещал не пить. Первые 2 часа держался, потом сорвался. К 10 вечера его пришлось выводить из зала. Его вывел Сергей, молодой, крепкий, с квадратной челюстью. Молча, за локоть, крепко. Я шла за ними. Оксана стояла у стены, не плакала, просто смотрела. Такси везло нас домой. Витя сидел рядом, бормотал что-то. Я смотрела в окно. И знаете, о чем я думала? Я думала о лице моей дочери в тот момент, когда ее собственного отца выводили из-за свадебного стола. Оксана стояла у стены, скрестив руки. Никаких эмоций, только глаза, прямые, взрослые. И в этих глазах я впервые увидела не боль, а холод. Через год у Оксаны родился Ваня, мой внук. Единственный, кто потом, спустя годы, будет приходить ко мне без спросу и звонить мне без причины. Мой Ванюша. Виктор умер 16 октября 2023 года в 6:35 утра. Ему было 68, мне 65. Он был старше меня на 3 года, женаты 44. Накануне он пришел с работы поздно, около 11. К тому времени он уже не работал наладчиком. Его выперли с завода еще в 2017-м. Устроился сторожем в автосервис через дорогу. Сутки через 2. Платили копейки, но ему хватало на пшеничную, свою любимую, 10 лет одной и той же марки, как некоторые пьют одно и то же вино. В тот вечер он вошел, сел на табурет в прихожей, снял ботинки. Долго снимал, руки не слушались. Пахло знакомо. Я стояла в дверях кухни, смотрела на него. Он поднял голову, глаза мутные, но не пьяные, так, слегка. И вдруг сказал: «Валюха, а ты меня прости». Я растерялась. За 44 года он мне ни разу не говорил «прости» трезвыми словами. «Витя, ты что?» — сказала я. Он покачал головой. «Валюха, ты вон как, а я вон как. Прости меня, дуру». Он сказал дуру про себя, оговорился, наверное, или так и хотел сказать, не знаю. Я подошла, села рядом на корточки, помогла снять второй ботинок. Он положил мне руку на голову, тяжелую, теплую, с желтыми от табака пальцами, погладил меня по волосам и сказал: «Валь, я тебя всю жизнь любил, ты не думай». Я не ответила. У меня в горле стоял ком, я не могла говорить. Помогла ему дойти до дивана, укрыла пледом, поставила рядом стакан с водой. Он лег на бок, закрыл глаза. Через минуту засопел. В 6 утра проснулась от того, что в квартире было слишком тихо. Не то что храпа не было, вообще ничего не было. Я встала, пошла на кухню, поставила чайник, заварила чай, отнесла ему чашку, толкнула дверь в гостиную ногой, руки заняты, и увидела. Я поставила чашку на подоконник, не подошла к нему сразу. Сначала на подоконник, потом уже подошла, потрогала. Он был холодный, но не совсем. Я вызвала скорую, сказала спокойно: «Здравствуйте, у меня муж умер». Не умирает, умер. Похороны были во вторник, пришло человек 20. Клавдия Ивановна, свекровь, уже старая, 82 года, стояла в черном платке, плакала беззвучно. Костя приехал из Питера, Оксана — из своей квартиры на Пролетарском. Ваня, 8-летний, шел рядом с отцом и не понимал, что происходит. Оксана держала меня под руку всю церемонию, крепко, как никогда раньше не держала. Когда гроб опустили, она вдруг тихо сказала мне на ухо: «Мама, теперь ты сможешь, все будет по-другому». Я кивнула. У меня не было слов. Я думала, она мне обещает что-то, что-то новое, что мы теперь будем ближе. Это было последнее, что она мне сказала, как дочь. Первую неделю я почти не выходила, спала по 10-12 часов. На второй неделе я начала что-то делать, вытащила из шкафа Витины вещи, все. Куртки, брюки, рубашки, свитера, ботинки. Сложила в большие клетчатые сумки.
Позвонила Раисе Петровне, соседке. Она пришла. Мы вдвоем вынесли эти 6 сумок к ее сыну в машину, и он увез их в приход при Троицкой церкви. Я оставила только одну вещь — Витину гимнастерку со срочки. Она пахла нафталином. Первые 2 месяца были самые странные. Я делала маленькие открытия. Оказывается, я люблю сладкий чай. Все 44 года я пила его без сахара. Витя не любил сладкий, и я приспособилась. Теперь клала 2 ложки и вздрагивала первое время от собственной смелости. Оказывается, я люблю тишину. Раньше телевизор орал у нас с утра до ночи. Витя не мог без телевизора. Я его выключила. Целую неделю в квартире было беззвучно, только Мурзик мурлыкал и чайник шипел. Оксана позвонила в декабре, через 2 месяца после похорон. «Мама, я не смогу приезжать какое-то время. Мне нужно кое-что понять про себя. Извини, я напишу, если что». Я стояла на кухне, держала телефон. Мурзик терся о ногу. «Оксаночка», — сказала я, — «что случилось? Что понять?» Пауза. Долгая. Я слышала ее дыхание. Потом она сказала: «Мама, я хожу к психотерапевту, и мне надо сейчас... Короче, мне надо разобраться. И мне сказали, что общение с тобой пока не полезно. Извини». И положила трубку. Я сидела с телефоном в руке очень долго. Не знаю сколько. Час, может, 2. Мурзик спал у меня на коленях. Чайник давно остыл. На улице уже темнело. А я сидела и думала одну и ту же мысль по кругу. Что я сделала? Что я сделала? Что я сделала? В тот вечер я не встала с табурета до ночи, и где-то очень глубоко внутри у меня начало подниматься одно чувство. Незнакомое, темное, тяжелое. Я его тогда назвать не могла. Только через месяц поняла, что это было. Это было ощущение, что я всю жизнь спасала не тех, кого надо было спасать. Раиса Петровна спасла меня. Не сразу, не одним разом, по кусочкам. Как собирают разбитую тарелку, тут капелька клея, там капелька, и потом она снова держит воду. Не идеально, со швами, но держит. Раиса Петровна жила в 3-м подъезде на 2-м этаже. Ей было 73, вдова с 17-го года. Муж, Николай Сергеевич, учитель физики, тихий, добрый, никогда не пил. Просто однажды пошел в магазин за хлебом и упал у порога. Инсульт. Через месяц после звонка Оксаны, в январе 24-го, Раиса Петровна пришла ко мне с апельсинами и коробкой конфет «Птичье молоко». Позвонила в дверь. «Валя, ты не открываешь дверь неделю. Я стучалась вчера, ты не открыла. Я слышала, что ты дома. Пусти». Я пустила. Мы сели на кухне. Она разложила апельсины на стол, открыла птичье молоко, налила себе чаю. Не спрашивала, можно ли. Просто налила, отхлебнула и сказала: «Валя, я тебя хочу спросить одно. Ты умирать собираешься?» Я посмотрела на нее. «Что? Умирать, говорю, собираешься или жить будешь?» Я не ответила. У меня внутри что-то сжалось. «Валя», — сказала она, — «если умирать, я тогда пойду. Я к тебе больше не приду. Не могу я на это смотреть. У меня самой муж умер. Я 7 лет одна. Я знаю, как это делается. Хочешь умирать — умирай. А если жить, приходи завтра ко мне в 10. Я тебя поведу в одно место». Она поднялась, надела шапку, застегнула пальто. В 10. 2-й подъезд, 2-й этаж, 18-е. Дверь коричневая, дерматиновая, не перепутай. И ушла. Я плохо спала эту ночь, но что-то во мне сказала: «Валя, если ты сейчас не встанешь, ты уже не встанешь никогда». Я встала в 8, помылась. Помыла голову впервые за 2 недели. Достала из шкафа синее платье, которое я купила еще в 21 году и почти не носила. Витя говорил, что оно мне не по возрасту. Надела, причесалась, посмотрела в зеркало. Из зеркала на меня смотрела чужая женщина. Худая, бледная, с седыми корнями, с покрасневшими глазами, но в синем платье. Я пошла к Раисе Петровне в 10:00. Она открыла дверь, кивнула. «Хорошо, что пришла. Пошли». Мы сразу вышли. Она повела меня в ДК «Пролетарский». Это старое здание 30-х годов на углу улицы Двор Пролетарки.
Красный кирпич, колонны, вывеска еще советская, облезлая. Внутри пахнет краской, паркетом, а на первом этаже — маленькой булочной, где пекут пирожки с картошкой. Раиса Петровна повела меня на второй этаж. Там, за поворотом, дверь с табличкой «Изо-студия «Радуга». Руководитель — Ольга Матвеевна Хлебникова. В маленьком зале с высоким потолком стояли мольберты, штук 15. За мольбертами сидели женщины, все от 50 до 80. Пахло скипидаром и растворителем. Играло тихое радио, что-то из Чайковского. За центральным мольбертом стояла женщина. Высокая, худая, лет 70. Седые волосы собраны в пучок карандашом. Темно-синий халат в пятнах краски. Очки на носу. «Раечка, привела?» «Привела Оля», — сказала Раиса Петровна. Ольга Матвеевна подошла ко мне, подала руку. Ладонь у нее была узкая, длинная, в мозолях от кистей. «Валентина Николаевна, я так понимаю?» «Да». «Вы рисовали когда-нибудь?» «Нет. То есть в школе, конечно, но это давно». «Отлично. Значит, у вас нет привычек. Это большой плюс. Идемте, я вам покажу мольберт». Она повела меня к свободному мольберту у окна. Там был лист ватмана, простой карандаш, тряпка. «Валентина Николаевна, сегодня мы рисуем свет. Вот эту вазу, видите? Только не саму банку, а то, как свет ее касается». Я смотрела на банку, и вдруг, вы поверите, я впервые за несколько месяцев увидела свет. Не банку, свет. Он лежал на стекле мягкой полоской, чуть-чуть подрагивал. Я не умела рисовать. Мой первый рисунок был ужасен. Кривая банка, неровные линии, мимоза похожа на веник. Но я рисовала 2 часа, не отрываясь. Забыла про все. Когда я закончила, у меня болела шея, спина, правая рука. И я почувствовала одно — я живая. Живая, не воющая, не рыдающая, не отчаявшаяся. Просто живая. Ольга Матвеевна подошла, посмотрела на мой рисунок, помолчала, потом сказала: «Валентина Николаевна, вы будете ходить, слышите? Каждый вторник и четверг в 10». «Я не умею», — сказала я. Она посмотрела на меня поверх очков. «Валентина Николаевна, в этой студии никто не умел, когда пришел. Все научились. Знаете почему? Потому что рисовать — это не про руки, это про глаза. А глаза у вас есть. Я вижу». Ольга Матвеевна сказала мне однажды в апреле, когда мы остались с ней вдвоем в студии: «Валентина Николаевна, а вы знаете, почему я вас так сразу разглядела? Потому что я тоже так жила. 31 год с алкоголиком. Он у меня умер в 2011-м. Мне было 57. Я думала, все, конец. А потом однажды случайно взяла кисть в руки. И знаете, что я поняла? Что я всю жизнь была художницей, только сама об этом не знала, потому что мне некогда было. Мне надо было спасать мужа, спасать детей, спасать семью. А про себя я забыла. Так далеко забыла, что даже забыла, что забыла». Она сняла очки, потёрла глаза. «Валентина Николаевна, у каждой женщины внутри есть что-то, что она забыла, что-то её собственное. И вот когда мы это находим, тогда и начинается жизнь. Не раньше. Никогда не раньше. Что забыла я? Только потом, много месяцев спустя, я поняла. Я забыла саму себя. Просто саму себя, без прилагательных. Валя. Не Виктора жена, не Кости и Оксаны мама, не санитарка из 3-й больницы, не тёща Сергея, не Мурзика хозяйка, не невестка Клавдии Ивановны. Просто Валя. Валя, 20-летняя, у которой было любимое платье в цветочек, которая умела петь под гитару в общаге на химволокне, которая любила читать Чехова, до дыр зачитывалась «Дамой с собачкой», которая мечтала съездить в Ленинград и посмотреть на Аврору, которая не пила чай без сахара, которая любила запах свежих огурцов, которая, оказывается, могла бы стать художницей, если бы кто-нибудь ей об этом сказал в 20 лет. Просто Валя. Я ее похоронила где-то в 79-м. Она пролежала под завалами моей жизни 45 лет. А сейчас, в 65, я начала ее потихоньку откапывать.
Ваня появился у меня на пороге в среду, 8 мая 24 года. Мне позвонили в домофон в 4 часа дня. Я подошла, взяла трубку. Мужской голос, сиплый, ломающийся, детский. «Баб Валь, это я, открой». Я не сразу поняла, у меня внутри все оборвалось. «Ваня? Ты?» «Я, баб». «Открой». Я нажала кнопку и стояла у двери в фартуке. Мокрыми руками открыла дверь и увидела моего внука. Ему было 9, худой, длинноногий, с рюкзаком за плечами, кроссовки поношенные, куртка тонкая, не по погоде, волосы отросли, лохматые. Он стоял на пороге и смотрел на меня снизу вверх. «Баб Валь, можно к тебе?» «Ванечка, господи, заходи. А мама с папой знают, что ты тут?» Он покачал головой, молча. Вошел, разулся, аккуратно поставил кроссовки, левый к левому, правый к правому. Повесил куртку на крючок, пошел на кухню. Мой внук пришел ко мне сам, один, через весь город, с Пролетарского бульвара до улицы Свободы, минимум 45 минут на автобусе, с 2 пересадками. 9-летний мальчик проехал этот путь сам. Я побежала за ним на кухню. Он уже сидел на табурете у окна. «Ванечка, ты как приехал? Один? На каких автобусах?» «На 8 до Волги, потом на 4 до вашей остановки, потом пешком». «А деньги где взял?» «Из копилки. Я деньги давно копил. Мне мама дает на обеды по 50 рублей. Я не все трачу». Я села напротив него, мокрая тряпка в руках, смотрела на него. Он смотрел на меня. «Баб Валь, я к тебе пришел, чтобы сказать». «Мама говорит, что тебе нельзя звонить, что это неправильно, но я не знаю почему. Ты же моя бабушка». Я обошла стол, обняла его, прижала. Он замер сначала, потом обнял меня в ответ. Крепко, по-мужски. Пахло от него дождем и школой. Я гладила его по волосам и молчала, не могла говорить. У меня из глаз текло. Он это почувствовал, потому что через минуту сказал тихо: «Баб Валь, не плачь, я приехал, я тебя не забыл». Мы просидели с ним 3 часа. Я нажарила ему картошки с луком, дала 3 сосиски. Он ел так, как будто не ел неделю. Потом чай с бутербродом. Потом печенье с изюмом, которое я купила еще в апреле и берегла на праздник. Не знаю на какой. На всякий случай. Он рассказал про школу, про друга Сашу, у которого дедушка воевал в Афганистане, про то, что ему разрешили завести хомяка, про то, что папа купил новую машину, про то, что мама болеет, часто голова болит, она таблетки пьет, синие такие. Потом он сказал: «Баб Валь, мама с папой ругаются про тебя иногда. Я слышу через дверь». Я замерла. Тряпка была в руках. «Ванечка, ты чего наслушался?» Он посмотрел на меня, ровно, спокойно, как взрослый. «Мама говорит папе, что ты, как это, созависимая. Что ты сама виновата, что дедушка пил, что ты его прикрывала, и что она нас с Костей не защитила от него, потому что она сама была не рядом». Так мама сказала. А папа сказал, что это неправильно, что бабушка хорошая, что бабушка сама с дедушкой мучилась. А мама сказала, что папа не понимает, потому что папа не был там. А потом она заплакала, и папа замолчал. Он посмотрел на меня своими серьезными глазами. «Баб Валь, я не знаю, кто прав, но ты моя бабушка, и я тебя люблю». Я села на табурет. Тряпка выпала из рук. Мужик подошел, потерся о ногу. «Ванечка, спасибо, что приехал. Можно я буду приезжать? Иногда?» «Можно. Только маме скажи. Обязательно». Я проводила его к остановке, посадила на 4 автобус. Стояла на остановке, махала ему рукой, пока автобус не свернул за угол. По дороге домой я плакала, просто шла и текло из глаз. Прохожие оглядывались, мне было все равно. Первый раз в жизни мне было все равно, что обо мне подумают чужие люди. Дома я села за стол и написала письмо Оксане, от руки на листке из тетрадки в клеточку, 3 страницы. «Оксаночка, доченька, ко мне пришел Ваня, один, сам, через весь город. Сказал, что ты не разрешаешь ему со мной общаться.
«Оксаночка, я не знаю, чем я тебя обидела. Ты много раз просила меня уйти от отца. Я не ушла. Я знаю, что это было неправильно. Я всю жизнь думала, что делаю как надо. Я думала, семью надо сохранять. Я ошибалась, доченька, ошибалась очень сильно. Я не защитила вас. Я не защитила тебя от отца. Я не защитила Костю. И себя не защитила. Оксаночка, если хочешь, я приду к тебе. Я сяду и буду слушать все, что ты хочешь мне сказать. Ты можешь кричать, ты можешь плакать, я все выдержу. Я хочу только одного, чтобы ты знала, что я тебя люблю, что я тебя всю жизнь любила, что я вижу свою вину и не отказываюсь от нее. Мама. Написала, заклеила в конверт. На следующий день отнесла в почтовое отделение на Свободы, отправила заказным, с уведомлением. Уведомление вернулось через неделю. Оксана получила, расписалась. Я ждала ответа. День, неделю, месяц. Ответа не было. Друзья, я знаю, многие из вас сейчас узнают в этой истории свою. Пожалуйста, если так, поставьте лайк, просто чтобы я знала, что вы здесь. И подпишитесь на канал «Аудио в сердце», если еще не подписаны. Мы вместе. Мы всегда вместе. Ответ пришел в июле, через 2 месяца после моего письма. Оксана прислала не письмо. Оксана попросила о встрече, написала в WhatsApp. Первое сообщение за 8 месяцев. «Мама, я готова поговорить. Приходи в субботу к 12 в кафе «Тверская булочная» на Советской, у окна. Я тебя буду ждать. Одна». Все. Ни «здравствуй», ни «мама, как ты», ни «прости». «Приходи, ждать буду одна». Я ответила «приду». Между «приду» и субботой было 3 дня. Я эти 3 дня почти не спала. В субботу я встала в 7, помылась, надела то самое синее платье, в котором первый раз пришла к Раисе Петровне. Причесалась, помаду не стала, не привыкла. Только чуть-чуть подушила запястье одеколоном «Красная Москва», старым, стеклянный флакон, еще маминым. Пришла в кафе за 15 минут. Оксаны еще не было. Села у окна, заказала чай. Оксана пришла в 12:05. В джинсах, в белой блузке, с сумкой через плечо. Волосы собраны в хвост. Ей 42. У нее уже седые волосы у висков. Я это увидела, когда она сняла куртку и села напротив. Она села, посмотрела на меня. Долго, секунд 10. Потом сказала: «Здравствуй, мама». «Здравствуй, Оксаночка. Я закажу кофе. Ты будешь еще что-нибудь?» «Нет, спасибо». Она подозвала официанта, заказала капучино. Мы остались вдвоем. Заметили, что перестали открываться привычные сайты? И даже любимые сериалы теперь не показывают? Не переживайте, это решается за 1 минуту. Я поставил себе бланк VPN. Нажал одну кнопку, и все работает. И почта, и видео, и приложение. Даже в России работает без танцев с бубном. Одна подписка на телефон, компьютер и телевизор. Хватит и жене, и детям, и внукам. Не разберетесь — не проблема. Поддержка на русском 24/7 поможет. Ссылку и промокод оставил в описании. Для моих подписчиков все со скидкой выйдет копейки. Не понравится — деньги вернут, тест 30 дней. Попробуйте. За соседним столиком 2 девушки смеялись над чем-то в телефоне. За окном ехал троллейбус номер 9. Оксана положила руки на стол. Ровно. Пальцы у нее были такие же, как у меня, длинные, узкие. Только у меня в морщинах, а у нее в 2 серебряных колечках. Она посмотрела мне в глаза и сказала: «Мама, я хочу тебе кое-что рассказать. Мне это очень тяжело. Мне надо это сказать вслух. Прошу тебя, не перебивай. Дай мне сказать до конца, хорошо?» «Хорошо, доченька». Она сделала глубокий вдох, потом заговорила. Ровно, тихо, ни разу не сорвавшись, как будто по бумажке. «Мама, я хожу к психотерапевту 2 года. Ольга Владимировна ее зовут. Я к ней пришла, потому что я не могла. Не могла спать, не могла есть, не могла работать. Я стояла на приеме у детей, слушала их мам, и у меня внутри все кричало. Мне казалось, я схожу с ума. И я записалась. Мне муж посоветовал». Она сделала паузу, отхлебнула капучино. «Мама,
Я тебе сейчас скажу вещи, от которых тебе будет больно. Я не хочу тебя обидеть. Я хочу быть с тобой честной, потому что если я не буду сейчас честной, я никогда с тобой не смогу быть». Я кивнула. У меня внутри все сжалось. «Мама, я тебя очень люблю. Я тебя всегда любила. Ты хорошая мама. Ты добрая. Ты трудяга. Ты вытянула нас. Но, мама, ты нас не защитила от него. Понимаешь? Он пил все мое детство. Я росла в этом доме. Каждый вечер я не знала, каким он придет. Каждую пятницу я боялась. Я перестала звать в гости девочек с класса. Я перестала быть маленькой, мама, в 8 лет. Я стала взрослой в 8 лет. Ты помнишь? Я говорила тебе, я хочу уехать к бабе Кате. Ты помнишь? Мне было 8. 8-летний ребенок просился уехать из дома. А ты меня уговорила остаться. Ты сказала «потерпи». И я терпела. Еще 10 лет. А потом уехала сама, в 21. И вот тогда я перестала терпеть. Она отхлебнула еще. Пальцы ее слегка задрожали. Но голос был ровный. «Мама, ты меня много раз слышала. Я тебя не один раз просила уйти. В 14, в 18, в 21. Каждый раз ты говорила: а куда я денусь? Или ему без меня будет плохо? Или дети, семья, мама. Ты выбирала его. Ты каждый раз выбирала его, а не нас. Понимаешь? Ты, наверное, думала, что делаешь для семьи, а на самом деле ты его прикрывала. Все мое детство. И моего брата детства. Ты его прикрывала. Ты нас в это втягивала. Ты нас учила молчать. Ты нас учила терпеть. Ты нас учила говорить «все хорошо», когда все было нехорошо. И я выросла с этим, мама. С этой привычкой говорить «хорошо». Я работала медсестрой 10 лет с этой привычкой. Я вышла замуж с этой привычкой. Я родила Ваню с этой привычкой. И я поняла, что если я не разгребу это, я всю жизнь буду говорить «хорошо». И Ваня будет говорить «хорошо». И его дети. Я поняла, что мне надо остановиться. Она посмотрела на меня. У нее глаза были влажные, но она не плакала. «Мама, психотерапевт мне сказала, тебе нужно время без мамы. Не навсегда, просто время. Чтобы ты научилась быть с собой, а не с ней. И я взяла это время. Я не имею на тебя обид. Я больше не злюсь. Я через это прошла. Но, мама, я не могу вернуться к тому, что было. Я не буду больше приходить по субботам на часик. Я не буду больше слушать твои «все хорошо». Мне это нельзя. Мне для меня нельзя. И для Вани нельзя». Она помолчала, потом добавила тихо: «Мама, я хочу, чтобы Ваня к тебе приезжал. Он твой внук, он тебя любит, и я хочу, чтобы вы общались. Но с одним условием. Ты не будешь ему говорить, что у нас с тобой все хорошо. Ты не будешь его втягивать в наши с тобой отношения. Ты будешь ему просто бабушкой, обыкновенной бабушкой, хорошо?» И я кивнула. Мне было тяжело говорить. У меня в горле стоял ком размером с картофелину, но я нашла в себе силы, откашлялась и сказала: «Оксаночка, спасибо, что ты мне это сказала». Она посмотрела на меня с удивлением. Наверное, она ждала, что я буду оправдываться, или спорить, или обвинять ее, или плакать в голос. А я сказала «спасибо». «Мама, Оксаночка, дай мне сказать одну вещь, хорошо? Только одну». Она кивнула. «Оксаночка, ты права во всем. Я тебя не защитила. Я не защитила Костю. Я себя не защитила. Я всю жизнь думала, что я делаю как лучше, а получалось все хуже. Я это поняла только сейчас. Мне для этого понадобилось 65 лет и его смерть, и твое молчание. Оксаночка, я не прошу тебя вернуть то, что было. Я знаю, что этого уже не будет. Я это принимаю. Я хочу тебе только одно сказать. Я не жду от тебя ничего. Ни звонков, ни встреч, ни прощения. Ты живи, доченька. Живи своей жизнью, без меня. Если когда-нибудь захочешь позвонить, позвони. Если не захочешь, я пойму. Я тебя все равно люблю и буду любить. Всегда. И я буду Ваниной бабушкой так, как ты попросила. Просто обыкновенной. Без хорошо. Договорились? Она смотрела на меня. Долго. Молча. Потом положила свою руку на мою.
Первый раз за много лет. Ее пальцы были теплые. Она сжала мою руку. Крепко. «Мама». «Да, Оксаночка. Спасибо». Мы просидели еще минут 20, молча в основном. Потом она встала, надела куртку, подошла ко мне, наклонилась и поцеловала меня в макушку. Быстро, коротко, как в детстве, когда я ее укладывала спать. Только тогда я целовала ее, а сейчас она меня. «Пока, мама». «Пока, доченька». Она ушла. Я осталась сидеть у окна еще час. Сидела и думала о том, что моя дочь только что сделала со мной что-то очень важное. Она мне не простила. Нет, она сказала мне правду, и это важнее прощения. Она себя защищает, она умеет, она научилась, не у меня, вопреки мне. И это, наверное, единственное, чему она у меня не научилась — защищать себя. И знаете что? Я вдруг поняла, я горжусь. Я горжусь своей дочерью. Она научилась тому, что я не умела всю жизнь. Через день я позвонила Раисе Петровне, рассказала все коротко. Она послушала, потом сказала: «Валя, знаешь что? Твоя дочь тебя очень любит, понимаешь?» «Раиса Петровна, она мне сказала, что она не будет со мной общаться». «Да, это правда. Но она пришла тебе это сказать. Она не сбежала, она сказала, а это уже любовь. Молча уходить — это ненависть или равнодушие, а сказать — это любовь. Она тебя не бросила, Валя, она просто отстранилась. Это разные вещи». Прошло еще почти 2 года. Сегодня 2 июля 26-го. Мне 68. Я сижу на балконе с чашкой сладкого чая. Мурзик сидит рядом на табуретке. Я ему специально табуретку сюда поставила. Он любит смотреть на голубей. Ему уже почти 3 года. Ухо все такое же рваное. За окном лето. Тополь на моей улице цветет, пух летит по асфальту, дворничиха тетя Люба ругается на пух. У соседей играет радио, старый Магомаев поет «Ах, это свадьба, свадьба, свадьба», пела и плясала. Обычное городское лето. Мне хорошо. Я хочу вам сказать сразу, чтобы вы не думали, что у моей истории случился какой-то красивый поворот. Не случился. Оксана мне не позвонила. За все 2 года ни разу. Она встречалась со мной еще дважды, в сентябре 24-го и в марте 26-го. Оба раза в кафе, оба раза коротко. Первый — на ее 41 год, второй — на 8 марта. Оба раза говорили спокойно, без объятий, без слез, без «мамочка», ровно, вежливо. Как 2 взрослые женщины, у которых непростая история. Она не переехала обратно ко мне в сердце. Она не позвала меня жить к себе. Она не сказала «прости, я была не права». Она осталась в своем решении, твердо, и я осталась в своем. Не мешать, не звонить каждый день, не спрашивать «как ты, доченька, как Ванечка?». Просто быть где-то, далеко, но обозначенно. Так, чтобы если она захочет позвонить, она знала, что я тут. Больно ли мне это? Да. Каждый день? Нет. Не каждый. Иногда очень. Иногда совсем нет. Больнее всего в ее день рождения и на 8 марта. В эти дни я плачу утром, потом умываюсь и иду в изо-студию. Или к Раисе Петровне на чай. Или в булочную на 1-м этаже ДК за пирожком с картошкой. Держусь, короче. Я научилась держаться, не заливая эту боль другими вещами. Ни телевизором, ни едой, ни бесконечными разговорами с чужими людьми. Просто держусь, и все. Больно? Больно. Живу дальше? Живу. Костя приезжает раз в 3 месяца. Ровно. Костя есть Костя, по расписанию. Мы сидим с ним на кухне, пьем чай. Он теперь бородатый, программист успешный. У Артема уже брат родился, Максимка. Костя мне рассказывает про Петербург, про свою работу, про то, что они в отпуск ездили в Карелию. Мне хорошо с Костей. Он знает про Оксану. Он ничего не говорит по этому поводу, но иногда, когда я вечером мою посуду, а он стоит с полотенцем и вытирает, он вдруг говорит: «Мам, да, Костенька, ты не переживай. Оксана, она такая, она справится, и ты справишься». И я киваю. Ваня, мой Ванечка. Ему теперь 11. Он приходит ко мне сам. Иногда с ведома Оксаны, иногда договариваемся негласно. Иногда он остается ночевать. Оксана разрешает.
Тогда мы с ним варим пельмени, смотрим футбол по телевизору, я делаю бутерброды с сыром и колбасой. Ваня спит на разложенном диване. Утром я жарю ему блинчики с творогом. Он выходит в трениках с всклокоченными волосами, зевает, ест по 3 блина. Потом уходит домой. И этого мне хватает, понимаете? Мне хватает. Мне хватает Мурзика. Мне хватает Раисы Петровны. Мы теперь с ней даже в театр раз в месяц ходим, в наш Тверской драматический, на дневные спектакли для пенсионеров. Мне хватает и за студии Ольги Матвеевны. Я там уже 1,5 года. У меня на стене висят 7 работ. Одну я в декабре продала за 2000. Вид с моего балкона на тополь, и ее глаза светились, когда женщина заворачивала картину в газету. Мне хватает Кости с его расписанием и Ванечки с его футболом. Мне хватает утренней тишины, сладкого чая, дневного света, книг из библиотеки. Мне не хватает Оксаны, живого голоса моей дочери в трубке, ее приходов по субботам, ее «Мама, а как у тебя с давлением?» Но я научилась жить и с этой нехваткой. Она есть, я ее ношу. Она не проходит, но и не мешает жить. Я знаю, что многие сейчас слушают меня и думают: ну как же так? Надо было раньше уходить, надо было раньше открывать глаза. Знаете что? Да, надо было. Я все это себе 1000 раз говорила. Но я хочу вам сказать одну вещь, которую поняла за эти 3 года. Мы, женщины моего поколения, 60-х, 70-х годов рождения, нас никто не учил защищать себя. Нас учили терпеть. Нас учили сохранять семью. Нас учили, что муж — голова, жена — шея. Нас учили, что стерпится, слюбится, что баба должна быть терпеливой. Нас учили ничему, что было бы про нас самих. И мы выросли на этом. И мы прожили на этом. И многие из нас, как и я, только к 65 поняли, что нас учили не тому. Я не оправдываюсь, я объясняю. Есть разница. И вот что я хочу вам сказать, всем вам, кто сейчас слушает. Дорогие мои, я знаю, что многие из вас узнали в этой истории свою. Кто-то целиком, кто-то по кусочкам. Кто-то живет с пьющим мужем прямо сейчас, в этот самый момент, пока вы слушаете это видео на кухне, а он спит на диване в соседней комнате. Кто-то похоронил такого мужа, кто-то ушел сам и теперь мучается, правильно ли, зря ли. Кто-то не разговаривает со взрослыми детьми и не понимает, почему. Кто-то, как Валентина Николаевна, только-только начал понимать. Я хочу вам сказать 3 вещи. Первое. Вы не одна. Есть тысячи, десятки тысяч таких, как вы. Целое поколение женщин, которых научили молчать, терпеть и не защищать себя. Вы не одинокая ошибка. Вы — часть большой общей истории. И в этом уже есть облегчение — знать, что вы не одна. Второе. Никогда не поздно. Валентине Николаевне было 65, когда она впервые взяла в руки карандаш и нарисовала мимозу. Ольге Матвеевне — 57. Женщине из соседнего подъезда — 73, 83. Не поздно никогда. Не для чего. Ни для рисования, ни для поездок, ни для правды с собой. Не для того, чтобы просто раз в жизни сказать вслух, чего вы хотите на самом деле. И третье, самое важное. Если ваши взрослые дети сейчас с вами не говорят, не спешите винить их. И не спешите винить себя. Просто дайте им время. И себе дайте время. Иногда любовь молчит. Иногда любовь — это и есть тишина, в которой каждый лечится по-своему. И иногда, не всегда, но иногда, эта тишина заканчивается. И они возвращаются. Не такими, как были, другими, но возвращаются. А иногда не возвращаются. И это тоже надо уметь принять. Не всякая история заканчивается теплой встречей на кухне. Не всякая история приходит к «жили долго и счастливо». В жизни, в настоящей жизни, чаще бывает по-другому. В жизни бывает так: ты сажаешь дерево, оно вырастает, а плоды его ешь не ты. Ты пашешь поле, а урожай собирают внуки. Ты становишься сильнее, но эта сила уже никому не нужна, потому что все, кому она была нужна, уже выросли и ушли.
И вот с этой болью, что твоя сила пришла слишком поздно, с этой болью тоже надо научиться жить. И знаете что? Живется. Не сладко, но живется. С Мурзиком на коленях, с Раисой Петровной под боком, с закатом за окном, с чашкой сладкого чая по утрам живется. Валентина Николаевна — вымышленное имя, но история невымышленная. У меня в комментариях под каждым видео вы пишете свои истории, и они как ниточки одного полотна. Тверь, Оренбург, Гродно, Караганда, Малоярославец, Ржев, Пенза, Одесса, Кёльн, Тель-Авив. Где бы вы ни жили, вы одно поколение, одна память, одна судьба. Спасибо вам, что вы здесь. Спасибо, что вы слушаете. Спасибо, что вы пишете. Каждое ваше слово в комментариях, я его читаю. Каждое. И я хочу, чтобы вы знали, вы не одна. Никогда. Ни один вечер. Ни одна тишина. Есть я, есть тысячи таких, как вы, по ту сторону экрана. Мы вместе. Если история отозвалась, поставьте лайк, напишите в комментариях свой город. Только город, больше ничего. Я хочу увидеть, из скольких мест вы меня сейчас слушаете. И обязательно подпишитесь на канал «Аудио в сердце. Реальные истории». Нажмите красную кнопку под этим видео и колокольчик, чтобы не пропустить новые истории. А их у меня много. Каждый день. Новое, реальное, теплое, ваше. И, дорогие мои, у меня для вас есть еще кое-что. Если эта история задела вас глубоко, если вам хочется еще, переходите на мой второй канал. Он называется «Чужое сердце». Смотрите, ссылка в описании под видео и на карточке в правом верхнем углу вашего экрана. Прямо сейчас. Там истории немного другие. Про чужие судьбы, которые становятся своими, про людей, которых мы встречаем случайно и не забываем никогда. Там я рассказываю то, что не помещается сюда. Перейдите, подпишитесь, я вас там жду. До завтра, мои дорогие. Берегите себя, обнимаю каждую. Ваш канал «Аудио в сердце».